бида. Это, иншаллах, в дальнейших правилах, которые здесь в этой книге будут по порядку, мы, иншаллах, более подробно разберем. Также, прежде чем входить в разбирательство этого правила или привести доводы на то, что мы разговариваем, на то, что мы говорим, коротко хотел бы объяснить, что такое дин. Мы говорим ад-дину мабнiyun аля аслайни азимайн. Что такое дин? Слово дин разбирается от слова арабского дана ядину динан ва диянатан. Дана переводится как хадаа зальма, то есть подчинился. Подчинение, унижение. От слова дана ядину также происходит слово дин. Это и есть подчинение. То есть у этого слова еще более, то есть и другие значения, но сейчас нас это особо не интересует. Интересует больше те смыслы, которые имеет это слово, которое касается нашей темы. Так как мы сейчас разговариваем о религии Аллаха. Слово дин – это слово, которое вбирает в себя все, посредством чего человек поклоняется Аллаху, посредством чего человек пытается приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. В этом смысле Аллах в Коране употребил это слово, сказал: «Инна дина инда Аллахи ислам». Инна дина, ай, все, что человек совершает или делает из дел, которые его приближают к Аллаху Субхану ва Тааля, это есть дин. И этот дин Аллах назвал ислам. Значит, вот эта религия, вот эти дела, которые совершает человек, они должны соответствовать тому исламу, на который указал Аллах Субхану ва Тааля. Так как в этом аяте Аллах указал, что Аллаха религия, что ислам. Что Аллах не примет никакую религию, кроме как ислам. А ислам это что? Аль-истисляму лилляхи бит-тавхид. Предаваться Аллаху Субхану ва Тааля. Покоряться Аллаху бит-тавхиди, считая убежденным, признавая единство Аллаха Субхану ва Тааля. Единство Аллаха относительно дел, которые касаются Аллаха Субхану ва Тааля. Из того, что делает Аллах. Создавая небеса и землю, создавая людей, давая им пропитание. Также управляя всем этим миром. То есть это дела, которые делает Аллах Субхану ва Тааля. Эти дела исходят от Аллаха относительно рабов. И в этом вопросе раб должен быть убежден, что только Аллах Субхану ва Тааля создает, только Аллах дает пропитание. Только Аллах управляет всем этим миром. Вот это и есть таухид ар-рубубия, то, что мы называем. Также относительно действий, которые совершает раб относительно Аллаха Субхану ва Тааля, раб должен быть муахидом, то есть единобожником, считать Аллаха Субхану ва Тааля единственным, кому раб обязан поклоняться. Кому раб имеет право поклоняться и кому раб поклоняется. Считать его единственным, кто достоин поклонения. Вот этот вид поклонения и мы называем таухиду аль-улухия или таухиду ибада. Таухиду улухия, учитывая, что Аллах, Он ма'буд, тот, кому поклоняются, таухиду ибада. Так как раб поклоняется, вот это поклонение в арабском языке называется аль-ибада. Также таухидуль асма ва сифат, то есть единобожником должен быть человек и в именных атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля. Не предавая никому, не сравнивая никого с Аллахом Субхану ва Тааля, не приравнивая никого с Аллахом,
к Аллаху и не приравнивай Аллаха никому в именах, атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля. Также истислам, то есть аль-исламу инқияду биттаа, то есть следование, подчиняясь Аллаху Субхану ва Тааля, Его приказах и в запретах. Аль-бараату мин аш-ширки, и также непричастность к ширку. А ширк — это поклонение кому-либо, чему-либо помимо Аллаха Субхану ва Тааля, будь то наряду с Аллахом или отдельно чему-либо. То есть многобожниками являются все, кто поклоняется кому-либо, чему-либо помимо Аллаха, независимо от того, наряду с Аллахом он поклоняется или отдельно поклоняется чему-либо помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому муахид должен объявить непричастность свою к этому ширку, к многобожию, предаванию Аллаху товарищей, ва ахли, также свою непричастность к тем, кто предает Аллаху сотоварищей. Вот это и есть наша религия, о которой Аллах в Коране говорит: «Инна дина инда Аллахи ислам». Также слово «дин» может употребляться в разных значениях, в разных аятах. Когда мы читаем сурат Аль-Фатиха, каждый день мы читаем «Малики яумиддин» или «Малики яумиддин», что он хозяин тот день, то есть это слово «дин» здесь объясняется или понимается как «Яум аль-хисаб», тот день, в котором происходит отчет или расчет. Валь-джаза, или тот день, в котором также происходит что? Или вознаграждение от Аллаха Субхану ва Тааля, или наказание. Также слово «дин» переводится, то есть понимается как аль-ибада, то есть само поклонение. Поэтому, когда мы читаем аят «Ваман ахсану динан мимман аслама ваджхаху лиллахи ва хуа мухсин», кто лучше динан, то есть ибадатан, то есть кто лучше своим поклонением, мимман аслама ваджхаху лиллах, чем тот человек, который повернулся к Аллаху Субхану ва Тааля всем своим телом, всей своей душой, всем своим существом, ва хуа мухсин, и он в то время, то есть он, который повернулся в сторону Аллаха Субхану ва Тааля, повернулся к Аллаху, направился своим существом к Аллаху Субхану ва Тааля, ва хуа мухсин, и он, совершая свои дела, свой ибадат наилучшим образом. А как человек может совершать свои дела наилучшим образом? Это как пришло в хадисе известный как хадис Умар, когда Джибриль, алейхиссалям, спрашивает посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что такое иман, что такое ислам, что такое иман, что такое ихсан. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Анта'будаллаха кааннака тараху», поклоняться Аллаху, как будто ты его видишь. Представь себе свое состояние, положение, когда ты стоишь перед Аллахом, ты его видишь, и он тебя видит. Как бы ты поклонялся Аллаху. Вот это есть наивысшая степень ихсана, наивысшая степень поклонения, искренности, поклонения Аллаху. فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Если даже ты его не видишь, не забывай о том, что Аллах тебя видит. Не забывай о том, что Аллах за тобой следит. Не забывай о том, что каждое твое маленькое или большое действие, оно перед Аллахом, и Аллах это все для тебя сохранит. Вот это и есть ихсан. Поэтому Аллах говорит: «Ваман ахсану динан мимман аслама ваджхаху лиллах ва хуа мухсинун». Слово «мухсин» выбирает в себя наилучшее поклонение Аллаху Субхану ва Тааля.
и искреннее поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Этот аят довод, что человек должен поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля искренне. Также, когда Аллах в Коране говорит: «Вама умиру илля лиябуду Аллаха мухлисина лаху ддина хунафаа». Вама умиру, то есть им не было велено илля лиябуду Аллаха, кроме как, чтобы они поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля. В другом смысле, им было велено, им было приказано, чтобы они поклонялись Аллаху и не поклонялись никому, кроме Аллаха. Чтобы их поклонение было мухлисина лаху ддина, искренне совершая ему ибада. Слово дин здесь значение ибада, то есть поклонение. Хунафаа, слово хунафаа понимается, слово хунафа и ханиф, слово понимается отклонение или же склонение в арабском значении этого слова. Склоняться к чему-либо или отклоняться от чего-либо. Хунафа здесь склоняясь к истине, склоняясь к таухиду, отклоняясь от батиля, отклоняясь от зла. То есть подтверждение или более, еще раз больше утверждение ихляса присутствует в этом слове хунафа. Также Аллах в Коране говорит: «Куль инни умирту ан а'буду Аллаха». Скажи им, Аллах приказывает посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказать им, курайшитам, и не только многобожникам: «Инни умирту ан а'буду Аллаха». Мне приказано поклоняться Аллаху, мухлисан лаху ддина, искренне совершая ему поклонение. Также посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Иннамаль а'малу бинният», что каждое наше дело будет оценено в соответствии с нашим ниятом, в соответствии с нашим намерением. Любое малое дело, искреннее намерение делает великим большим. Любое большое великое дело, отсутствие искренности намерения делает малым. На этом сегодня, иншаллах, мы завершим этот урок. На следующем уроке я дополню этот урок и также продолжим, иншаллах. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Bueno, las ha pagado de nuevo. ¿Qué es eso?